Парад Победы уже проходит, по крайней мере в детских садах, массово проводят парады Победы. Такие акции прошли в Башкирии, Бурятии, Дагестане, Татарстане, Хакасии, Коми, Кургане. Слава богу, что дети не понимают, что происходит, иначе бы они сбрендили просто на ранних, как говорится, стадиях своего развития. В Самаре, Тамбове, Ростовской области, Красноярском крае и других регионах. На них дети маршируют с игрушечным оружием, ну, они играют, господи, за детей только порадоваться. И ездят, но они, смотрите, какие сумасшедшие, взрослые, двинутые. И ездят на стилизованной военной технике, ну, хоть на какой-то поездить, когда другой-то нет. Так что кто-то, дети в выигрыше, я вот считаю. На мероприятия приглашают участников войны в Украине. Они приходят и говорят, почему дядя вонючий стоит? Но они мешают ездить. Говорят, дядя, ты загораживаешь мне солнце, говорят дети, наверное, ну или, по крайней мере, думают. Об этом пишет МО и приводит несколько примеров таких парадов. Воспитанников детсада «Улыбка». Там у них уже кривая ухмылка, наверное. Каякентский район Дагестана одели форму разных родов войск. Ничего себе, я просто вот в разных одели. Говорит, вот вы будете в разных. Берцы и бронежилеты. Просто их там придавило ребенка бронежилетом. Дети маскировали, извините, ну просто вот, вы знаете, мне кажется, они троллят. Причем взрослые. Взрослые троллят, мне кажется, товарища Путина. Потому что это иначе, я не знаю, или вы иначе это воспринимаете. Еще раз, давайте не забывать, если умственно неполноценный, наверное, не поймет, полноценный, наверное, просто напоминаю, что это дети, которым вообще наплевать, что вашу одели, им главное, чтобы было прикольно, весело и, в общем, чтобы это была развлекушка. Так что для них, бронежилет, лишь бы он был не очень тяжелый, а то, видите, накроет. Дети маршировали с игрушечным оружием в руках. Ладно. Если нету игрушек, так сказать, если, как в таких случаях потом говорят, что у тебя в детстве игрушки деревянные, что ли, были, подоконник скользкий. В детсаду, кстати говоря, вот у взрослых, которые это устраивают, вопрос задать-то, кстати говоря, хочется, ведь они же устраивают, соответственно, своему мировоззрению. Если они в детстве видели только, может быть, нетрезвого, вонючего папу, они хотят пригласить кого-то такого же в гости, да, я просто не знаю, кого они там приглашают. Если там какие-то, деревяшки, подоконники, вообще как обычно. В детсаду «Солнышко» в поселке Приютово, Башкирия, детей младшей, группы младшей. Чтобы они не дали тебе это самое прикладом со словами «где нормальные игрушки?». Да? Поэтому берут младшую группу. Родители провезли на колясках, провезли их. Надо было на тросе за БТРом их провести. Извините, конечно же, я этого не желаю. Я имею в виду, чтобы все это было осторожно как-то, в какую-то капсулу ребенка положить. А хочешь ты почувствовать, как иногда бывает. Зацепим тебя за БТР и протащим по земле. Так, как пример, да, так, чтобы понимать уже, как говорится, насколько это веселая игра. И детских машинках, стилизованных под военную технику. Дети и родители надели пилотки. Пилоток там явно хватало, как говорится, времен вооруженных ВОВ какой-то. В Биробиджанском детсаду «Березка». Названия еще такие: «Солнышко», «Березка» и «Улыбка». Понимаете, вот так вот, если на солнышке упадет березка, то потом на всю жизнь улыбка. Вот мне так кажется. Может песню сочинить на эту тему. Но это в Биробиджанском детсаду, это там, где цемент возят, правильно я понимаю? Дети маршировали в камуфляже и это джентльмены, удачи, я напоминаю, и стилизованной военной форме вслед за воспитателями. Детей они собрали, они идут за воспитателями, говорят, жрать-то будем, слышишь, там, Марья Ивановна, слышишь, подруга, ты давай-то нам голову не морочь, где нормальные игрушки и где хорошие, удобные, комфортные гарчики. Затем они собрали посылки для участников, они в младшей группе. Старшая группа провела младшую группу, рассказала ей, что они там... Они письма еще не пишут. Я вот просто, когда дурдом доходит уже до каких-то крайних степеней, мне хочется спросить, вы же им сейчас навешаете, что они там уже, наверное, контракт подписали. Вы же ненормальные, я так понимаю. Я к чему? К тому, что перекладывается на то, что они что-то делали, вот эти, в младшей группе. Что они делали? Они в штаны делали еще 5 минут назад. Что они могли делать? То есть имеется в виду, что какая-то, да, то есть вы их записали в, господи, слово вылетело, дееспособные, что ли? Это вообще нормальные в солнышках и в березках, товарищи, те, которые постарше слегка. Парад в Тамбовском детсаду «Гусельки» принял участник войны в Украине с позывным «Шайба». Шайба приехала. Дети вздрогнули и сразу сделали. Там полные штаны уже у всех. Дети были в пилотках. Да там в пилотке и сам Шайба, скорее всего, просто по жизни пилотка. Да, в хорошем смысле, естественно. Дети были в пилотках и с георгиевскими ленточками. Вот так. А затем педагоги порадовали гостей танцевальной композицией под песню «Шаманов встанем».
Извращенца, что ли, позвали какого-то? Причем шаман своими трусами без трусов, какие-то облегайках. Ой, ну вообще я начинаю путаться. Ну дети, еще раз, да, они на это все смотрят, вот так, шайба стоит. Рядом этот без трусиков, они такие думают, о, мама, роди меня обратно, думаю, это, значит, в младшей группе. В Ухте на детский парад собрали сразу 150 дошкольников, а он и прошел, борьба какая-то. Награда, слушайте, они ведь подрастут, они же вам это дело все припомнят. Вот эти издевательства, вместо того, чтобы нормальных игрушек купить. Он прошел по городской площади, кстати, почитать на ночь, да, там как-то, ну там какой-то это сонный час. Почему это развивает воображение, то есть здравый смысл, чтобы они потом не были вонючими дебилами. То есть надо развивать воображение, это ведет к интеллекту. Парад совместили с акцией «Бессмертный полк». Впереди, ну вот еще раз, мне все время хочется спросить, вот те, кто это проводит, они в курсе, что те, с кем они проводят, они не в курсе, ни смертного, ни бессмертного. Они в курсе, что они берут в руки космические ложки, и до возвращения на Землю обеда не будет. Вот все, что они знают. А в процессе, пожалуйста, значит, космический корабль и полет в дальней галактике. Короче говоря, впереди каждого из родов войск маршировали. А кому они это рассказывают? Мне, что ли? Мне нахрен вы не сдались со своими этими постановками? Вы на Красной площади парад провести не можете. Вот что я вижу. Я взрослый. А они построили детей. Вот зачем? Вы понимаете, я вот сейчас, давайте, да, вот совершенно серьезно. Кому это посыл? Они там что-то собрали, какие-то посылки. Кто? Кто собрал посылки? Они наложили в трусы и все, просто потому что вы вместо того, чтобы их отвезти на горшок, вы на их что-то напялили, они все обосрали. И у вас вся форма обосрана, или бронежилет ваши обосранные, потому что они какаются, потому что они дети. И вы этот бронежилет потом наденьте на этого, который приехал туда, на шайбу напялите, просто, чтобы он был раскрашен, так сказать. Детской неожиданностью, все как положено. Ну и в общем это все равно прекрасно. При этом в третьей столице российских регионов не будет реальных парадов, естественно. Вот куда шайбу-то надо, на настоящий парад. Поставить одного и отойти, и пусть проводит. Вот какой должен быть парад среди взрослых. Это победы, парад, победы. Парад не может быть не победа, он не может быть усеченным. Он может быть только полноценный, идет шайба. Причем шайба, я не знаю, кто имеет в виду. Как по мне, на какого чиновника не посмотришь, каждый из них шайба. И вот этих шайб собрать вместе и пустить по Красной площади, всем отойти. На безопасное расстояние. Ну, шайбы они такие, они же, бог его знает, на ногу наступят, я в этом смысле. Вот, любопытная история, короче говоря, друзья мои, еще раз, да, вот так если по-серьезному, то какие-то дети им что-то собрали, я просто, дети, начальной группы, собрали посылки для участия. Вы что, дебилы, что ли? Они не могут выглядеть дебилами, к ним вообще собрали посылки. Какие собрали посылки, дети? То есть вы ему что там, навозы навалили? И просто ребенок, у него хватательный рефлекс, будь здоров. Они нужное, ничего никуда не соберут. Они это все дело прижмут вот так. Они себе оставят нужное. А всякое говно ненужное, они, видимо, отправят. Я просто к чему? Вы сами понимаете, что вы пишете. Потому что ребенок это как фильтр. Вот то, что они не хотят отправлять, вот это можете отправлять. Так вот даже по логике вещей, да? Потому что это нужно. Потому что ребенок, он отфильтрует. То, что надо, он себя ставит. Его нафиг, что куда отправить? Начальная группа, у него простейшие функции. Просто инстинкт одни. А они собрали посылки. Из горшков свалили и говорят, на, отправлять. Все. Маша, давай, ты что, давай, значит, тут вот нужно что-то, это не будем отправлять. Я просто, феноменальная новость, я просто в восторг. Мне кажется, это развлекательная новость, потому что, а что, связанное с детьми не может быть не развлекательной. Поэтому я развлекся прекрасно. На шайбу напялили, значит, неожиданность. Шайба пошла, значит, проводить парад. Или шайба не пойдет, или шайба такая, трусливая шайба. Я не знаю, шайба. Ты парад проводить будешь или нет? Шайба. Шайбулька. Вот так, барамбулька. Все, привет. Детям вопросов нет, естественно. Ну, тем, кто работает воспитателями, вопросы должны быть не от меня, а от психиатров. Вот, ну а к шайбе ждем 9-го. Шайба, давай, шайбу.